От кого произошли чуваши, первые тюрки в Европе? Один из самых многочисленных этносов Поволжья, давно стал своим в семье российских народов. Тем любопытнее узнать, что его история и происхождение – предмет ожесточенных баталий историков и антропологов. Чувашей роднили с самыми разными народами прошлого и настоящего, и ни с кем они не имеют прямого родства. Так кто же они на самом деле? Несмотря на то, что Поволжье находилось на окраине цивилизации древности, его народы были хорошо известны. О мордве, марийцах и черемисах упоминают задолго до славян. О хорошо узнаваемых приметах этих народов пишут греческий историк Геродот и готский летописец Иордан. А вот о чувашах ни слова. Арабский путешественник Ибн Фахдлан в X веке подробно описал местные народы, но не увидел чувашей. Хазарский царь Иосиф писал своему иудейскому единоверцу в Испании о подчиненных народах, но снова без чувашей. И даже в XIII веке венгерский монах Юлиан и известный Рашид ад-Дин пересекали Чувашию вдоль и поперек, но такого народа не увидели. Тем не менее, есть устойчивая версия о том, что чуваши не просто коренные жители этих мест, а даже потомки гуннов Атилы. Так, всадники ли они Атилы или мирные земледельцы? Гуннская гипотеза. Традиционно чувашей считают потомками народа Суар-Сувар, который был родственен хазарам и булгарам, сложился где-то в степях Центральной Азии и вместе с гуннами пришел в Европу. Неких савиров, как часть сарматского мира, упоминает Страбон, а в мифах сибирских татар есть предание о том, как они отвоевали эти земли у народа Суар, который ушел на запад. Таким образом, савиры могли быть одной из восточных ветвей сармат, которые рано встретились с тюрками и гуннами, после чего пришли в Европу под знаменами Атилы, будучи уже сильно смешанным народом. После убийства Атилы и поражения его сыновей в битве с кипидами при Недао, остатки гуннов ушли в Причерноморье, а оттуда дальше на восток, где, смешавшись с аборигенными финно-уграми, стали чувашами. В доказательство приводится, несомненно, тюркский язык чувашей и выраженно смешанный монголоидный облик и, в общем-то, ничего больше. Булгарская гипотеза. Другая версия выводит чувашей от населения Волжской Булгарии, которая распалась после завоевания ее Батыем, и некая часть племени поселилась в нынешней Чувашии. В пользу версии говорит ДНК-генеалогия, показывая большой процент гаплотипов R1 у чувашей и у булгар, что роднит обоих сарматами. А вот лингвисты решительно против, так как булгары говорили на типично западно-тюркском языке, который родственен, но сильно отличается от чувашского. Это двоюродные братья, а не прямые родичи. Хазарская версия. Есть основания подозревать сильнейшее хазарское влияние на чувашей. Огромное число параллелей у чувашского языка с языком еврейских правителей Хазарии, около 300 сходных слов. Даже имя верховного божества Тором подозрительно совпадает со священной книгой иудаизма. В XIX веке эта версия была очень популярной. Из хазарского каганата вынесли чуваши и свой этноним чуваш. Приобрели они его во времена восстания каваров, когда произошел раскол среди хазар. Как известно, восстание каваров произошло вскоре после религиозной реформы Кагана Абадии, возведшего иудаизм в ранг государственной религии. Восстание это подняли хазары-мусульмане, возмущенные предоставлением привилегий иудаистам и ущемлением их собственных прав. Именно тогда и произошел раскол хазарского народа на две ветви: на повстанцев, прозванных каварами, от слова «кавар» – заговор, заговорщики фронда, и на мирных хазар, не участвовавших в мятеже и прозванных чувашами, от чувашско-тюркско-иранского джуаш, юаш, мирные, смирные, тихие. Антропология чувашей. Чуваши обычно обладают крайне смешанными европеоидно-монголоидными чертами. Причем преобладают, как ни странно для этого региона, миксы с южными европеоидами, а не в северными, как у мордвы или пермяков. Европеоидность в целом преобладает и типичных монголоидов не более 10% от популяции. Но внешний вид чувашей довольно узнаваем. Небольшого или среднего роста, с темными глазами и волосами, смуглой кожей, широким и уплощенным лицом, небольшими глазами и коротким, широким носом. У мужчин ослаблен рост бороды и усов.
У женщин часто избыточное накопление жира по мужскому типу в районе плеч и живота. Длина туловища больше, чем длина ног. Форма головы круглая с массивной лицевой частью и слабо выраженным подбородком. Язык чувашей. При всем влиянии хазарских слов, а также различий письменного языка Волжской Булгарии и чувашского, язык этого народа однозначно признается тюркским и единственным живым языком булгарской группы. Кто же такие чуваши и от кого произошли? На сегодня очевидно, что чуваши имеют большую долю гаплотипов индоевропейского населения, причем очень древнего, андроновцев Западной Сибири, которые были предками алтайских скифов и сарматов, а также и авар. Этот народ рано смешался с ранними тюрками, гуннами, а затем булгарами и хазарами. Затем к ним присоединились коренные жители Приволжья, близкие к финно-уграм, а возможно и западно-сибирские угры-остяки приняли участие в складывании этого народа. Из такого коктейля народов получился очень смешанный этнос, где явные монголоидные признаки народа сочетаются с тюркским языком, финно-угорскими обычаями и явным влиянием татаро-монголов и хазар на языковую базу чувашей. Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях свои вопросы.